Всем привет! Вы на канале Team Spirit, я Sunset Lover, и сегодня я хочу показать вам свой гайд на нового героя Жусинь. Пошли пики баны. Надеюсь, Жусинь мне отдадут. Пока что я никого не баню, но бан линга мне нравится, потому что это соло-ранкет. Этого линга могут раскормить только так что линга из бана вообще нельзя выпускать. Я вот думаю, диги забанить, как предлагают, пойти на поводу у тиммейтов. Зачем? Да, надо, потому что братик по-любому обрадуется, если я послушаюсь его бана. И, возможно, затащит мне игру. А мне это надо, потому что у меня на Жусинь урона вообще нету. Это герой чисто контроль. Что по эмблемам у нас? Эмблемы всегда вот такие, магические. В первой вкладке скорость бега, 4% дополнительных. Дальше броня, когда меньше 50% хп. И капелька. Тут ничего нового. Единственное, что броня, я мог подумать о том, чтобы взять вот этот перк на скорость бега, но так как вы всегда нажимаете второй скилл, который у вас, по сути, бесконечный, пока мана не кончится, то и толку от него нету. Он всегда будет урезан в 2 раза. Ну и скидка. Так что у меня был выбор между скидкой и броней, и я подумал, броня будет лучше, чем скидка. Потому что на этого героя покупаются часы, как ни странно. А часы — тот самый айтем, который сейчас никакие маги не билдят, только бойцы какие-нибудь по типу Фоюса. И вот вышел маг, который может забилдить часы. Так, на выбор у нас 2 спыла. Это очищение или флик. Одно из двух. Очевидно, очищение, когда есть какой-то жесткий контроль. Тут жесткого контроля нету. Из контроля кто хелкарт, плевать на него нет. Поэтому с фликом буду играть. Так что тут выбор был невелик, даже раздумывать не пришлось. Покажу вам сразу фишечку. Вы стоите на базе, делаете вот так вот. У вас мана не кончается. Когда пачки выходят, вы идете вместе с ней, вы накапливаете пассивку, которая будет регенить вашу ману. И вы будете идти вот так вот потихонечку. Это чтобы вот, у меня 15 стаков, и я могу пойти прессовать Сисилиона вот так вот. Чуть по чуть, можно подкинуть его в пачку. Сейчас у меня мана кончится. Все, он отошел. Можно также зонить. От крипов на Жусинь очень хорошо многих магов. Максить надо второй скилл. Второй скилл — это вот. Я держу на человеке долго второй скилл и могу его подкинуть. Ой-ой-ой, тут произошел фит, пока я рассказывал. Не повезло, что-то Роджер с голды решил загангать. Непредвиденно. Я настакиваю пассивку, вон в виде бабочки она настакивается, и второй скилл ее очень настакивает сильно. Когда она настакивается на 10 стаков, то есть бабочка полностью заполняется, вы это можете увидеть, то вы подкидываете героя и можете выбрать направление, куда вы его подкинете. В основном стакается вторым скиллом пассивка. Первый скилл точно так же дает стак, но всего лишь 1. Что мало, конечно, но приятно, потому что стаки надо поддерживать. Ульта. Нынче вы ультуете, у вас на второй скилл мана не кдэшится, не тратится. Вот. Я просто уничтожил бедную Ангелу. У нее ничего не получилось, потому что я в ульте не трачу ману на второй скилл, то есть я могу бесконечно его держать. Могу все время кого-то подкидывать. Также сама ульта, круг, который вокруг нее появляется, дает вам стаки на вражеском герое, если вы будете его задевать. Опять же, сначала киньте первый скилл, и потом вторым. Так вы настакиваете. Оп, 2 кило, спасибо. Так, хелкарта я не отпущу, видите, вот я ультанул. Ульту можно использовать тоже как escape. Ну, лучше использовать как догнать кого-то, чем escape, потому что это даст намного больше профита. Что по билду на этого героя? Ну, сначала вы собираете обычный сапог. Я выберу сапог на маг-дев, потому что там 3 маг урона и еще контроль хелкарта. Первым слотом мы обязательно собираем часы. То есть вы собираете обычный сапог, не апаете его, просто обычный сапог за 250, и потом сразу начинаете делать часы через кристаллик. Часы очень полезный предмет, потому что второй скилл, вы его держите всегда в файте, и у вас часы будут настаканные. На этом герое не так много урона, как хотелось бы у каких-нибудь лейт-магов. Этому герою нужно выживание, антихил и тому подобное. И что по поводу антихила? Первым слотом у вас идут часы, вторым слотом у вас идет антихил. Ну, не всегда, кстати. У меня идет антихил в этой катке, потому что Ангела против нас. То есть какой-то хилер,
значит антихил вторым. Если хиллера нет, тут уже вариация из двух предметов. Или крылья, или замедло. Одно из двух. В этом пике, если бы там не была Ангела, а был бы какой-нибудь другой роумер, ну, предположим, да, Тигрил, я бы взял 100 из 100 замедло, а не крылья. Вы спросите, почему? Хочется замедлять. Куча героев, которые не добегают. Вот, например, Роджер, который зависит от того, чтобы кайтить, бегать быстро. А Сисилион, у которого нету эскейпа, его можно замедлять. Хелкарт, который прыгнет, будет замедлее, никуда не убежит. И был бы Тигрил, да, и только одна Джой, которая очень мобильная, против которой замедло не особо поможет. Вот против Линга, Ланселота, того же, например, Хаябусы, крылья вторым обязательно. Потом уже антихил. Какие основные функции у этого героя? В начале это самый сильный мидер среди мидеров, самый сильный. Его ни один мидер не может передамажить, перехилить и так далее. Даже самая жесткая Ангела не сможет выиграть уже сильно миду. По ходу игры вы должны все время вот так вот контролить противников, дамажить потихонечку и передвигаться все время с командой. Без команды это герой вообще очень слабый. Вы больше как саппорт. Вы не как какой-то там, предположим, Кагура, Ксавьер, да, которым надо фармить, надо что-то делать, урон вносить. Нет, это не тот герой. Этот герой саппорт, вам надо навешивать антихил, вам надо там, сейвить своих типов в файте. В каких-то моментах можно начать файт, потому что вы подкидываете врага, вы замедляете его, вы можете синициировать драку. В мидгейме, вот у меня есть Тигрил, он у меня байтит на какого-нибудь типа, я пойду, помогу ему. Вот, например, вот Джой бежит. И все, вы начинаете по ней вот так вот прыгать. И все, инициируете. Вот, я подкинул к Тигрилу, она умерла. Вы должны играть с командой, вы не можете играть соло. У вас ничего в соло не получится. Вот я бегаю с Тигрилом, он там кого-то стягивает, я к нему стягиваю, он ульту нажимает, комбинация. Эймон. Я героя подкидываю, он его взрывает ультом. Комбинация. Я могу и с Эдит точно так же. Эдит кого-то подкинет, я продлю контроль. Или наоборот, я к Эдит подкину, она продлит контроль. В основном с каким-нибудь контролем этот герой и играется. Да, герой жирнее, чем все маги. Уж точно только из-за одних часов, потому что часы дают довольно много дефа, когда вы их стакаете. Гибридного причем. Как есть гибридная атака, это и физическая, и магическая атака, и гибридная защита. Физ и маг. И у меня эмблемы, когда у меня меньше 50% хп, дают гибридно по 18 брони. И часы точно так же при стаках, зависит от левела, дают гибридно броню. Ой, не подкинул, видите? Чуть-чуть не хватило стака. Во время файта, когда Хелкарт ультует, неудобно немного, да? Но вот так вот вы просто идете и напрягаете. Идете и напрягаете. И типы должны бежать от вас, потому что если вы их подкинете, мало того, что урон нанесется неприятный, так еще и станчик. Поэтому это очень сильный герой на миду, довольно неприятный. При том, что у меня нет слотов на дамаг, я уверен, что у меня будет в этой игре очень много урона. Вы можете заметить, я вот просто бегу, все, герой не может. Когда у меня появилось замедло, герой без эскейпа вообще не может бегать и что-либо делать. То есть вы его замедляете. Вы мало того, что быстро бегаете, у вас скиллы кастуются, как и Ритель, которая тычкует и бегает. Точно так же и тут же Синь. Я прыгнул с ульта в Хелкарта для того, чтобы быстрее настакать ульту. Эта ульта очень довольно сильная, потому что вы можете ее использовать, опять же, как и на эскейп, так и на атаку. Вот сейчас была как атака. Как эскейп мне не приходится использовать, потому что мы выигрываем. Для соло-ранга герой слабоват, потому что урона у нее нету. Вы как можете заметить, я еле как убиваю этого Роджера бедолажного. При том, что у меня 6 слотов. У меня перефарм лютый. Мало того, что она очень сильно зависит от макро и микропонимания, то есть вам надо понимать, как перемещаться правильно, вам надо много доджить скиллы врагов, вам надо самим все попадать, идеально рассчитывать свою ману, потому что мана тоже не бесконечная. Так еще и если у вас команда играет плохо, вы не сможете игру перевернуть, потому что вы всегда что-то под кого-то делаете. Как видно по игре, я второй нажимаю,
под кого-то из своих тиммейтов, и мы убиваем вместе. Если я буду делать это один, никогда в жизни я никого не убью. Герой довольно тяжелый, я бы сказал, для реализации, потому что очень жестко надо следить за маной, опять же, попадать скиллами, опять же. Это может не всегда удаваться. Может в моменте подлагать телефон, может в моменте подлагнуть пинг, может в моменте подлагнуть в голове что-нибудь. Поэтому очень чуткий контроль нужен. Герой не для новичков, я бы сказал. Вот у меня мана закончилась, и надо понимать, что делать дальше. То есть я понимаю, почему я сейчас так прыгнул, потому что я очень сильный, и я очень хорошо разбираюсь в игре. Новичок, например, не поймет, что в этом моменте он мог прыгнуть вот так вот, ну, и вот так вот убить троих. Правильно? Правильно. Это довольно тяжелый момент. Ой. Ну, в общем-то, и все на этом. Вот, собственно, весь билд. И вариации того, как он собирается, есть разные. То есть часы первым всегда, за медло вторым можно, если антихил не нужен. Если антихил нужен всегда, антихил вторым. Третьим, опять же, крылья или за медло, тоже зависит от ситуации. Если вам надо выживать от какого-то убийцы, крылья. Если там танк в лесу, там и куча немобильных героев, за медло, конечно, а потом крылья. Ну и проник, конечно, последним слотом. Собственно, вот статистика, да, у меня 38% урона. Просто я очень хорошо играю, уже на этом герое довольно привык. Но в основном на ней так не надамажишь, я думаю. На самом деле, герой довольно интересный по механике. Мне на самом деле понравился среди всех магов. Я поставил в свой топ-2, топ-3, наверное, топ-3. Топ-1, опять же, Гурт. Ну, не будем об этом. Герой довольно интересный по своей механике. Первый раз появился такой герой, который не то что перетаскивает, да, есть герои, которые перекидывают, но маг, который кого-то куда-то перетаскивает. А у магов такого не было. И вот появился маг, то есть герой только для средней линии, только магом. В ром он не пойдет, на какую-то линию он еще не пойдет, только саппортом, ну, магом. Насчет покупки, если вам нравится герой, я рекомендую, конечно же. Герой сложный, но интересный, очень интересный. И если на нем хорошо научиться играть и понимать, в каком моменте вы можете прыгнуть, всех убить, там команде что-то засетапить, то есть найти какой-то килл там, перед лордом. Если вы такие моменты будете на ней чувствовать, вы будете выигрывать каждый паблик. Если вы играете в трио, в фулках, герой обязателен к покупке. Если вы играете в фулках, то герой ФП спокойно пикается, и ничто не мешает на ней выигрывать. Вот, вы видели сами на своем экране, это все только что. Всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, этот гайд был полезен, интересен. Может, кто-то из этого начнет манить героя. Было бы неплохо. Так что болейте за Team Spirit, подписывайтесь на наши каналы. Всем пока!